Они летели на высоте метров 300, не больше, в сторону центра Москвы. Ветер, внезапно изменивший свое направление, быстро разогнал последние остатки смога, и Алена отчетливо увидела у себя под ногами пустынные московские улицы, освещенные одним лишь лунным светом. Фонарей в Москве давно уже не зажигали. Вот они пролетели над памятником Пушкину и полетели над Тверской, улицей Горького, как по старинке называл ее Аленин отец. Здесь Алена впервые увидела танки. Они шли в сторону Манежной площади, медленно тесня плотную шеренгу отступающих роботов. Позади этой шеренги защитников блестели металлические спины огромной толпы роботов. Это было похоже на металлическую реку, играющую лунными бликами, и обе реки были притоки. Изо всех переулков стекались в нее все новые и новые роботы, и река медленно текла к площади. Время от времени танки стреляли из своих орудий, и снаряды валили на мостовую сразу по несколько роботов. Роботы на это почему-то никак не отвечали, только подбирали своих падших товарищей и носили их куда-то вперед, вглубь толпы, а брешь в шеренге быстро заполняли другие. От созерцания странной картины, разворачивавшейся внизу, Алену оторвал стрекот вертолета. Она посмотрела вперед и увидела, что прямо на них летит боевая машина с нарисованной на корпусе эмблемой армии Московии, Георгием Победоносцем, поражающим дракона. Кажется, на вертолете стрелял пулемет. Алена увидела несколько вспышек, и прямо над ухом у нее просвистели пули. Один из роботов, несших Алену снастями, медленно, как бы нехотя, сделал движение свободной лапой, как будто отгонял назойливую муху, и луч его лазера разрезал корпус вертолета ровно пополам, на верхнюю и нижнюю части. Нижняя часть стала быстро падать вниз, а верхняя с пропеллером и двигателем, освободившись от прежнего груза, стала набирать высоту. Из лопнувшего трубопровода на двигателе хлестала струйка топлива. Компенсируя вращательный момент пропеллера, двигатель начал вращаться в противоположную сторону, разбрызгивая топливо по спирали. Робот сделал еще одно движение лазером и поджег нижний конец этой струи. Огонь стал медленно двигаться против течения вверх, прорисовывая в ночном московском небе гигантскую огненную спираль. «Как красиво!» — подумала Алена. «Похоже на новогоднюю елку!» Огонь добрался до двигателя и раздался оглушительный взрыв. Затем в небе стало совсем тихо, и в этой тишине было отчетливо слышно, как ласково хлопают по воздуху падающие, кувыркающиеся обломки лопастей пропеллера. Словно крылья большой ночной птицы.